Я вернулась, вот что я вам хочу сказать. Я наконец-то вернулась на кухню. Если вы вдруг меня видите впервые в жизни, то я целый месяц провела в гипсе, а теперь моя левая рука свободна. И я готова готовить вкусняшки, полезняшки. Сегодня мы с вами приготовим меню на целый день. И меню, конечно же, будет летнее, потому что лето, жара, будем готовить просто вкусно, обязательно полезно, в том числе для снижения веса. Напоминаю, я похудела на 55 килограммов. Конечно же, начинаем с завтрака. На одну порцию нам понадобится 2 отварных яйца. Я их отварила вкрутую и натираю на крупной терке. Еще нам понадобится половинка огурца. Я его нарезаю на тоненькие пластинки, а пластинки нарезаю на тонкую соломку. Вот такие красивые у нас огурчики. Еще у меня есть половинка сладкого перца. Я ее режу пополам. И затем вот такой тоже соломкой мелкой нарезаю наш сладкий перчик. Еще у меня есть 5 томатиков черри. Их нарезаю на четвертинки. На одну порцию я беру третью часть листа лаваша и смазываю его домашним томатным соусом. Вы можете использовать любой соус, который вам нравится. А ссылка на томатный соус появится в верхнем правом углу. Теперь щедро посыпаем наш лист лаваша с томатом зеленью. Вы можете, кстати, использовать листья салата, но у меня сегодня вот просто самый обычный микс ассорти зелени. Следом мы посыпаем натертым яйцом. У нас получится очень вкусный, ну, как вы, я думаю, заметили, простой и быстрый в приготовлении завтрак. Следом начинаем раскладывать огурчики. Это я делаю вот таким образом. Следующим в наш ролл с лавашом отправляется сладкий сочный перчик. Не только вкусно, но, кстати, еще и очень красиво, ну и, естественно, ярко по-летнему. Посыпаем все это мелко нарезанными маслинами. Вы можете обойтись совсем без них, или, если больше любите оливки, использовать их. Ну а теперь настало время томатиков черри. Раскладываем их, и все уже почти готово. Ну а теперь мы не просто сворачиваем, а делаем ролл. Вот так мощно выглядит завтрак, но на самом деле это за счет того, что там очень много овощей. А из такого чего-то серьезного мы с вами туда добавили всего лишь 2 куриных яйца. Теперь разрезаем его и смотрим, какая красота у нас с вами получилась. Вот так красиво, вкусно, полезно и, что самое главное, без включения плиты летом вы можете приготовить для себя замечательный завтрак. Приятного аппетита! Завтрак мы с вами приготовили, теперь мы с вами не менее просто приготовим вкусный, по-настоящему летний обед. Он, ну, просто восхитительный, поэтому буду меньше говорить, больше готовить. Честно, соскучилась по готовке. Начинаем! Здесь у меня много нарезанной зелени, зеленый лук, укроп и петрушка. Все это порезала, теперь присыпаю солью. Соль выступает в качестве абразива. И, конечно же, нужно интенсивно растереть зелень с солью. Вот так выглядит интенсивно растертая с помощью мужа зелень. Ну а мы с вами продолжаем приготовление. Половинку огурца натираю на самой мелкой терке. Это нужно для того, чтобы огурец отдал как можно больше сока, и супчик будет еще более вкусным и ароматным. А один огурец мы с вами натираем на обычной крупной терке. Еще у меня есть красивый сладкий перчик. Его я нарезаю сначала вот такими полосочками, а теперь нарезаю мелким-примелким кубиком. Еще у меня есть баночка маслин, не удивляйтесь. Если вы раньше не готовили холодный суп с маслинами, обязательно это сделайте, это вкусно. Я режу маслинки на половинки и еще потом нарезаю тонкой соломкой, потому что я очень люблю, когда в летних супах используется очень мелкая нарезка. То есть, по сути, я все это дело крошу. Вы можете покидать целыми или разрезать на половинки. До отметки 1 литр наливаю йогурт. Йогурт у меня домашний, я его готовлю в мультиварке, мне так очень нравится, ну и всей моей семье. Литр йогурта я добавила. Теперь добавляю пол-литра охлажденной воды. Вы можете использовать минералку, я просто взяла самую обычную воду. Немного перемешиваем. Вот такая красота у нас получается. Ну а теперь начинаем все смешивать. Добавляем наш мелко-мелко натертый огурец, для того, чтобы было вкусно и сочно. Теперь добавляем крупно натертый огурец. Тоже все перемешиваем хорошенечко с помощью лопатки. Теперь мой любимый сладкий перчик. Ну и, конечно, ингредиент, который, я думаю, вы раньше редко использовали для холодного супа, но это очень вкусно, сытно и вкус получается необычный. Обязательно попробуйте и напишите комментарий. Пикантности добавить чайная ложка горчицы. Ну и, конечно же, все хорошенько перемешиваем.
Ну а теперь отправляем в такую красивую прозрачную миску. Обязательно попробуйте налить в прозрачную посуду, потому что смотрится очень красиво, очень аппетитно. И мне кажется, даже так суп становится более вкусным и более летним. Вот такая красота у нас с вами получилась. И, кстати, такого супа можно съесть достаточно много. Если вдруг после первой порции вам захотелось второй, не переживайте, я тоже так иногда делаю. Приятного вам аппетита! Обед мы с вами приготовили, а теперь пора приготовить быстрый, вкусный и полезный ужин, что мы сейчас с вами и сделаем. У меня есть две красивые молодые луковицы. Я нарезаю лук достаточно крупно, режу тонкими полукольцами. Отправляем лук на сковородку. В сковороде я разогрела уже 2 столовые ложки обычного растительного подсолнечного масла. Лук мы распределяем с помощью лопаточки на полукольца, чтобы он хорошенечко у нас обжарился. У меня осталась половинка сладкого перца, и как раз она нам пригодится для нашего ужина. Перец нарезаю тонкой соломкой. Отправляем перчик в сковородку. И, конечно, все еще разочек перемешиваем. Лук уже очень вкусно пахнет, он молодой, сочный, просто супер ужин у нас будет с вами. Теперь еще хорошенечко перчу, для того, чтобы от перчика остался аромат, а острый вкус ушел. Как вы видите, лук отлично уже поджарился. Добавляем туда 3 яйца. И, конечно же, начинаем интенсивно помешивать, для того, чтобы все это наше дело не превратилось в омлет. А нам нужны такие, так скажем, рассыпчатые яйца. Теперь в яично-луковую смесь доливаю 2 столовые ложки соевого соуса. Немного перемешиваю. И добавляю 300 граммов отварного риса. Рис у меня длиннозерный. Чтобы все стало еще вкуснее и красивее, добавляем туда 2 столовые ложки кунжута. И благодаря соевому соусу и кунжуту у нас получается такой некий азиатский акцент. И это очень уже вкусно пахнет. Теперь наша задача все просто перемешать и прогреть пару минут для того, чтобы все вкусы и ароматы смешались. Солю по вкусу, и наше блюдо готово. Отправляем наш вкусный, красивый ужин на тарелку. Кстати, мне почему-то в жаркую погоду всегда хочется чего-то остренького, пряного, соленого. Именно поэтому вот такой рецепт мне пришел в голову. Иногда не хочется мяса, а с яйцом получается однозначно легче. Ну и, конечно же, быстрее в приготовлении. Хочется ли вам остренького, когда на улице жарко? Обязательно пишите в комментариях. Приятного аппетита! Вот такое замечательное, простое, вкусное и полезное летнее меню мы с вами сегодня приготовили. Салата сегодня не будет, потому что моя рука еще не до конца восстановилась. И Сергей по-прежнему готовит нам салат, за что ему большое спасибо. Как вам такое новое летнее меню? Обязательно пишите в комментариях. Если это видео было для вас полезным, интересным, вы вдохновились, чтобы приготовить что-то новое, интересное, необходимое для снижения веса и ведения здорового образа жизни, обязательно поставьте этому видео лайк. Если вы до сих пор не подписаны, обязательно это сделайте. Ударьте в колокол для того, чтобы не пропускать новые видео. Не забывайте подписываться на Инстаграм. Это, наверное, все, что я вам хотела сказать. Вот здесь появятся еще наши новые, интересные, полезные и, конечно, вкусные видео. С вами была летняя Мария Мироневич без гипса. Я желаю всем любви, добра, ласкового солнышка. Ну и, конечно, берегите себя.